Пару дней назад вышла новая игра про Соника, которую я ждал целых 3 месяца. Сходил на Gamescom, посмотрел ей несколько роликов, когда на всем русскоговорящем ютубе все позабыли о ее существовании. И теперь настал мой момент дальше превозносить Соника Суперстарс, ведь он вышел настолько крутым, что среди игр 2D вселенной он превзошел саму Манию и CD. И я уже дважды перепрошел игру во всех двух историях. Всем привет! С тобой Андрей Марас и легендарный Sonic Superstars. Несмотря на то, что Sega снова поднасрала, выпустив игру на ПК спустя 3 дня после релиза на плойку, по опыту фронтов я был к этому уже готов. Заранее договорился о прохождении игры в коопе с другом-владельцем PlayStation 5. Этим же все еще можно хвастаться в 2К23, ведь так? Но это мне не помешало получить удовольствие от игры по полной. Хоть такой Sonic все же не подходит под кооп, даже для 2 игроков. Начну по порядку. Издатель нам обещал, что в этой игре будут только новые уровни, локации, и это так и случилось. Пресловутого Гринхилла нет, совершенно новые локации. Особенно этим отличился Киберспейс, а уровень отсылок на старые игры все же не зашкаливает. Каждый уровень сильно отличается друг от друга. Что первый, что последний запали в память. Ну, пинбольный уровень все же хочется забыть. Ладно. Bridge Island и Speed Jungle все такие же топовые, как во время прохождения демки этой игры на Gamescom. Эти 2 локации я уже разбирал вот в этом ролике, поэтому повторяться я не стану. В самой первой игре по Сонику изначально было 3 акта на уровне, но из-за сильной духоты было принято решение снизить их до 2, что стало успешным решением и дошло в таком виде по сей день. Но Arzest, студия, занимающаяся созданием игры, решила вернуться к правилу 3, но разнообразила тем, что 2 из них проходятся привычным образом, а 3 бонусный, созданный специально под определенного героя, как в джунглях для Соника или замерзшая база для Тейлза, так и просто рафляные локации, которые проходятся за минуту и можно зафармить пару монеток для магазина Battle мода. Хотелось бы и в будущем встречать такие же креативные решения в 2D проектах по Сонику. В лагунном городе есть куча мест, залитых водой, которые проходить не сильно хочется из-за высокой вероятности где-то застрять и задохнуться из-за нехватки воздуха. Но и этой проблеме было найдено решение. Используя голубой изумруд, можно будет быстро выбраться из этой части уровня, причем даже пополнять кислород в этой форме не требуется. Теперь не стоит так сильно бояться воды. И вообще он мне чем-то напомнил Chemical Blend с водой, горками, и я был прав насчет этой связи. В первом же акте играет ремикс того самого уровня, и это было приятно услышать. Прессованный завод изначально не очень понравился, но по мере прохождения за трип он все-таки мне запал в душу. Гигантский отбойный молоток, который бьет по земле раз за пару секунд, помогает пройти некоторые участки платформинга, которые обычным прыжком не пройти. Играет грубая музыка, а босс-файт с одной стороны крайне смешон, на заводе работает обезьяна, гениальное решение. А с другой крайне жуткой, если слушаться скрип несмазанного металла, звучащего криком беспомощности обезьяны, в которой заключен Флики. Вот это действительно спуки. А второй акт отсылается на нефтяной уровень мании, когда для выживания надо было тянуть рычаги, но если там отнимали колечки во время заполненности карты газом, то тут моментальная смерть. Поэтому главная цель будет снести этот дрон Эгмана его же ракетами. Золотая столица показала, что локации с пинбола могут быть не настолько ужасными, когда они располагаются в паре мест на уровне, они полностью выстроены от начала и до конца. И может вместо пресловутого пинбола просто раскидать это по локациям, чтобы он не успевал наскучить игроку, разбавляя привычный платформинг. О, а еще акт с Наклзом является отсылкой на его место привычного обитания, Sky Sanctuary, где, кстати, и находится та самая фреска, которая была показана в анимации Triple Trouble. Киберстейшн получился настолько необычным, что выбиваясь из игры является наиболее интересным уровнем из-за часто сменяемости режима игры, а также самой графики напоминает чем-то Teardown. А обманка с капсулой, где были заточены болванки роботов, немного напугала. И дальше продолжилась битва с боссом, но теперь в бой вступили и они. Тут сложно рассказать, насколько он охуенен, надо каждому сыграть в него. Только мышь заставила поднапрячься, потому что изначально неизвестно, куда ею двигаться и в какую сторону вообще поползут эти монстры. Остальные 2 уровня, это замерзшая база и крепость Эгмана, получились лучшими. Про существование стрелялки в яйцевозке Эгмана, пожалуй, забудем. Снежный уровень прилег своими конвейерными лентами, сосульками-пиками, а также музыкой, стилистикой напоминающей ранние 90-е. Не знаю, на что я намекаю.
Подскажи в комментах. А космический форт тем, что сложность выкручена под максимум. Он тщательно проверяет реакцию игрока, и если она окажется на низком уровне, то готовься умирать. А тут столько возможностей отлететь, что на скидку даже не сосчитать. На самих только лазерах отлетел раз 5, пока не разобрался в механике управления отсутствия притяжения. А когда по мере прохождения первого этапа наступает второй, где надо бежать назад, пока база под влиянием отмотки времени восстанавливается до состояния, пока Соник тут не появлялся, будоражит ощущения. Одним словом, локации лютый хайп, а цирк в помойку. По окончании прохождения стори мода не торопись выходить из игры. Становится доступен следующий режим – Приключения за Трип, где хардкорность выкручена под максимум, хоть и проходим те же самые локации. Благодаря множеству ловушек, Тони Батников, проходить становится действительно тяжелей. Но это стоит того, чтобы встретить истинного финального босса. Трип — это новый персонаж Sonic Superstars, который владеет собственными обилками. Она не сворачивается в клубок, как друзья Соника. Она принимает форму бублика, с помощью которого может временно ускориться, а также передвигаться по наклонным поверхностям, напоминая чем-то способность Наклза. Вдобавок к этому она имеет собственную суперформу, не схожую со всеми. Впитывая 7 изумрудов хаоса, она становится драконом, повторяя свой цвет и скиллы Соника. Изначально для меня было удивлением, что за этого персонажа дадут сыграть без докупа DLC, а также полная переработка скиллов ни на ком не основываясь. Заставило все-таки задуматься. Раз в этом плане разработчики не сфилонили, то может стоит поближе присмотреться к графической составляющей, может и ее подняли со времен демки, и я оказался прав. Тут есть что разглядывать. Вспоминая первый экспириенс картинки игры, сопоставляя с графоном, до меня дошло, что все то мыло, которое бросалось в глаза, было связано с тем, что оно было показано на версии Nintendo Switch, а там железом все не очень хорошо. Но PS5 и ПК другое дело. Если ранее мне не приходилось вглядываться в картинку, чтобы докопаться до нее, то тут это стало уже довольно-таки сложной задачей. Конечно, бывали места с мыльцем, но это скорее недоглядка, чем халтура, как тот же финальный босс. Также в игре было добавлено столько батников, будто их собрали со всех сониковских игр и впихнули сюда. Причем при смене уровня батники зачастую меняются, и это не выглядит как мешанина из моделек из фронтов, а вполне вписываемые объекты в игру, у которой есть предписанное место. Водомерка будет плавать на поверхности жидкости, клоуны в карнавале, ну и так далее. Но во время прохождения за 3 появляются еще новые батники, которые будут вести охоту за ней, а в обычном Story Mode их не встретить. Модельки главных героев настолько проработаны, что швов между переходом состояния не увидеть. Анимация движения настолько плавная и живая, что в моменте начала движения уже можно встретить растяжение, что придает самой модельке некое движение. Не то что те старые, которые со времен Generations выглядели как обычная безжизненная модель. Вдобавок им проработали анимацию эмоций, чего нелегко читается, это нечто. Ну и последний пункт, о котором я хочу поделиться, это музыка. Она практически вся мне понравилась. Причем топ-саунд можно встретить на протяжении всего прохождения, а не только в конце, как в той же Мании, Palm Tree в Лагуне, Sky Sanctuary в Золотом Храме, а также тонны оригинальных тем уровня. Музыкальную часть ролика часто скипают, да и на основном канале страшно вставлять ее, ведь за это может прилететь АП. Давай сделаем так. Ты напишешь в комментах, какой трек тебе больше всего понравился. Хочу знать твое мнение. А я скажу, что Frozen Base акт за Tales стал для меня легендарным. А еще второй акт Golden Capital, особенно во время дропа композиции. На самом деле я рад, что игра оправдала мои ожидания. И вышла еще лучше, чем я ожидал. Не зря я пристально следил за ней, делился с тобой всеми новостями, опытом игры в демо-версию. Замечательно, что в Сонике существует разделение на 2 и 3D, и Sega все же стала отходить от плохой идеи скрещивания их между собой. Игра по одному и тому же персонажу, но ощущается совершенно по-разному. Пример тот же Frontiers и Superstars. Изначально я планировал сделать разбор игры минут на 20, но глядя на мои пометки, а также мысли о некоторых местах, надеюсь уложиться хотя бы в час, ведь тут и есть что обсудить и исследовать. Не просто же так я сюжет не рассмотрел, а он в этой игре довольно объемен, хоть с первого взгляда и не скажешь. А с тобой был Андрей Марас. И я не знаю, много ли тех, кому она так сильно понравилась, или будут негативные рецензии. С радостью посмотрел бы такой контент на ютубе.